Всем привет, с вами Содерлинг, и новый эпизод вновь показывает нам, что в рамках метавселенной Рик C-137 является абсолютным ничтожеством. За пределами центральной конечной кривой все подряд создают портальную пушку, от динозавров и Джетсонов до любых рандомных пришельцев. Даже Ботаник, Рик и Индиана Джонс сумели самостоятельно найти Прайма, а наш, без совета злого Морти, не додумался даже задать фильтрацию. А ведь у этих Риков нет ни защитного поля, ни даже кибертела. Тем не менее, без злого Морти, наш Рик бы еще годами искал своего заклятого врага, не выбрался бы из ловушки без его пушки, работающей за пределами ЦКК, и вовсе не сумел бы убить Прайма. Он проиграл. Всю работу за него сделал злой Морти. Но на самом деле гораздо большим ничтожеством в данном случае является Рик Прайм. Всемогущий, практически бессмертный гений, настоящий бог. Но каковы его цели и амбиции? Всю свою жизнь он потратил просто издеваясь над другими Риками. Каждые 10 минут очередная его версия из параллельной реальности пытается ему отомстить. И для каждого из них Прайм выстраивает массу ловушек, сотни обманок, камеры, гигантских роботов, выдумывает приколюхи и розыгрыши. Разделся, чтобы подъебать одного чувака? И так день за днем, вот уже 20-30 лет. Но он это я, только с кучей свободного времени. Прайм был первым Риком, который изобрел портальную пушку, потому его и зовут Праймом, основой всех Риков. И осознавая, что вскоре и другие Рики до этого дойдут, он пошел на опережение, и каждому из них решил лично даровать технологию межпространственного путешествия, таким образом сделав им одолжение и поставив себя выше остальных Риков. Он хотел объединить менее удачливые версии себя в своего рода мужской клуб. Но правило номер один при вступлении в этот клуб: парни, вы должны отпустить свою семью. Либо ты согласишься на смерть Дайен, либо же ее убьют без твоего согласия, во всех возможных реальностях, без исключений. Кто-то из Риков это принял и, объединившись с другими Риками, получил портальную пушку, а кто-то не был готов жертвовать семьей ради науки и так и не смирился с гибелью жены. Но что в первом, что во втором случае, Прайм победил, поставил на колени перед собой абсолютно каждого Рика. Но зачем? Понимаете, с его интеллектом Прайм мог стать кем угодно, но всю жизнь лишь подпитывал собственное эго, намеренно унижая других Риков и демонстрируя свое интеллектуальное превосходство. Тут все автоматическое, и я упомянул это специально, чтобы стало еще унизительнее. Как иронично-то, самый гениальный Рик из всех оказался настолько высокомерным и заносчивым, что все свои знания и умения пустил на то, чтобы бесконечно тешить свое самолюбие, так по факту ничего и не добившись. Именно поэтому он ничтожен. Но что же наш Рик? Как же все те слова о самом рикнутом Рике из всех? Почему с каждым сезоном он проявляет все больше слабости и совершает столько ошибок? Причина тому проста. Его уникальность не в том, насколько он умен, а в том, насколько он отличается в глубине души на эмоциональном уровне. Рик C-137 и близко не самый гениальный Рик. Он, безусловно, умен, гораздо умнее многих в Цитадели. Однако же его главная особенность всегда заключалась в его неподдельной ранимости, эмпатии и искренней любви к семье. Ты плачешь? Из-за Морти? Да, практически все Рики высокомерные, эгоистичные, заносчивые. C-137 тоже частенько ведет себя как полный мудак. Он и бросал семью, и не единожды обижал близких. Но с каждым сезоном мы видим, как он все больше ценит своих родных. В то время как другие Рики спокойно жертвуют Морти и штампуют себе целые семьи на замену, наш ученый всеми силами старается их защитить. Походы к психологу вовсе не проявление слабости. Наоборот, C-137 пытается преодолеть в себе саму суть Рика Санчеза, подавить в себе эту надменность и начать меняться, в первую очередь ради своей семьи. Именно это и делает его особенным. Именно об этом и говорил злой Морти. Впрочем, ты отличаешься от других Рик. Возможно, однажды мне это пригодится. Прайм является квинтэссенцией всего самого худшего, что есть в Риках.
А С-137 пытается всеми силами быть не похожим на других Риков. Они как две стороны одной медали. Один, пожертвовав родными, позволил поглотить себя науке и высокомерию, а второй и тем и другим готов поступиться ради семьи. Даже желание нашего Рика отомстить Прайму исходило из невероятной скорби по жене и дочери, которых он настолько любил, что его ИИ говорит голосом Дайен, а в его родном доме до сих пор обитает ее незримое привидение. Теперь же Прайм мертв. Рик Санчес наконец достиг главной цели своей жизни, добился того, что двигало им десятки лет. И что же дальше? Убийство Рика Прайма лишь начало для Рика, поскольку теперь может начаться остальная часть его жизни. Кто такой Рик, когда мстить больше некому? Рик безумно любит свою семью, однако в то же время всегда осознавал, что они ему не родные. Он прибыл сюда лишь для того, чтобы дождаться здесь Прайма. Поэтому порой он психовал и избегал от них, но всегда возвращался, потому что без них он уже не может. Мысленно он всегда оправдывал это тем, что это необходимо ради мести, но в глубине души искренне к ним привязался. Теперь же Прайма больше нет, поэтому по факту ему больше не нужны чужие Морти, Бет и Саммер. И Рику предстоит наконец принять, что с ними он действительно счастлив. Можно просто отправляться с родными в приключения, веселиться, отыскать сычуанский соус, жить в свое удовольствие. То, что ученому дается тяжелее всего, ведь сама его суть всеми силами это отвергает. Рик Прайм вполне мог выжить, ведь его убили лишь физически, до смерти забили кулаками. Но для Риков это никогда не было проблемой. Его сознание могло тут же перенестись в иное тело за миллионы световых лет оттуда, или вовсе было заранее скопировано в компьютер, который создаст ему новое тело со всеми старыми воспоминаниями. Но так или иначе, арка с ним уже завершена. Нашему Рику предстоит научиться жить по-новому, не будучи одержимым местью. И даже если Прайм вновь когда-нибудь появится на его пути, он будет уже давно пройденным этапом. Незначительной козявкой, стремящейся лишь доказать свою значимость, которую С-137 неосознанно подпитывал все эти годы. Им не нужна ответственность, они же жертвы самих себя. Ах, как трудно быть гением! Все Рики возомнили себя богами в собственном мирке, отчего сами же вечно и страдали. Прайм, издеваясь над другими, считал себя высшим богом, вершащим судьбы всех и каждого. Однако же по итогу истинным богом из всех Риков сумел стать лишь злой Морти. Могущественные злодеи не прячутся от вас и не сражаются с вами. Они вами владеют. Именно так поступают настоящие боги. Вырвавшись из центральной конечной кривой, он построил собственный рай, из которого подаль наблюдал за всем происходящим в метавселенной. Более не в его интересах убивать Риков и мучать Морти. Ему было важно лишь забрать из рук безумца опасное оружие, способное его испарить. Он мог спокойно позволить С-137 умереть, но решил вернуть его к жизни. Злой Морти дал нашему Рику выбор – свершить месть или же забрать устройство Омега. И он выбрал Прайма, позволив мальчику заполучить в свои руки оружие, позволяющее править этим миром. Своим бездействием наш Рик дал ему понять, что больше не жаждет быть богом, и признал таки превосходство злого Морти. И таким образом, человек, некогда возомнивший себя богом, наконец спустился с небес. Хоть многим кажется, что эта серия вообще метит на финал мультсериала, однако же впереди нас ждет еще как минимум 3 сезона. Рику предстоит еще долгий путь к счастливой жизни, множество приключений и поиски сычуанского соуса. А нам с вами еще суждено выяснить, как же все-таки злой Морти стал таким умным, что он планирует делать дальше и что же все-таки находится за пределами 4-й стены. А на этом сегодня все. Не забудьте поставить лайк и обязательно подписывайтесь на канал. А с вами был Содерлинк. Спасибо за просмотр и пока.